Здравствуйте, дорогие друзья! Польша отменяет спецзакон для украинцев. Что изменится? Чего ждать в ближайшее время? И кому придется покинуть страну в течение 30 дней? Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и традиционно лайки, репосты, комментарии. Это помогает каналу развиваться. Всем спасибо, начинаем. С 5 марта 2026 года в Польше вступили в силу важные изменения для граждан Украины, которые находятся в стране из-за войны. Речь идет о прекращении действия специального закона, который действовал с начала полномасштабного вторжения России в Украину и регулировал правила пребывания украинцев в Польше. Этот закон почти 4 года обеспечивал украинцам упрощенные условия легализации, доступ к социальным выплатам, жилью, медицине и образованию. Теперь польские власти решили отменить отдельный специальный механизм и перенести большинство его положений в общую систему польского законодательства. Это означает, что помощь для украинцев не исчезнет полностью, но правила становятся более структурированными и одновременно более строгими. Главное, что важно понять сегодня, сам статус защиты для украинских беженцев в Польше сохраняется. Согласно решению Совета Европейского Союза, режим временной защиты для граждан Украины продлен как минимум до 4 марта 2027 года. Поэтому украинцы, которые уже находятся в Польше и имеют соответствующий статус, не становятся нелегалами и не обязаны срочно покидать страну. Ключевым подтверждением легального пребывания остается номер песель со специальной отметкой УКР. Этот номер является главным идентификатором человека в польской административной системе и дает доступ к большинству государственных услуг. Однако для того, чтобы сохранить этот статус, необходимо соответствовать нескольким условиям. Первое условие – человек должен был въехать в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Второе условие – у человека должен быть официально оформленный номер песель с отметкой УКР. И третье условие – украинец не должен одновременно пользоваться временной защитой в другой стране Европейского Союза. Если человек получил аналогичный статус в другой стране ЕС, польские органы могут аннулировать статус УКР. Таким образом, польская система пытается избежать ситуации, когда один человек получает социальную помощь сразу в нескольких странах Европы. Отдельные изменения касаются условий проживания украинцев, особенно тех, кто находится в центрах коллективного размещения. В первые годы войны Польша массово предоставляла бесплатное жилье украинцам в общежитиях, пансионатах и специально созданных центрах. Это было временное решение для быстрого реагирования на гуманитарный кризис и огромный поток беженцев. Теперь эта система постепенно сворачивается и переводится в более ограниченный формат. Согласно новым правилам, которые вступили в силу 5 марта, новоприбывшие украинцы смогут бесплатно жить и получать питание в таких центрах только первые 60 дней после прибытия в страну. Это означает, что государство по-прежнему обеспечивает первичную помощь людям, которые только пересекли границу и еще не успели устроиться. Но после 2 месяцев человеку нужно будет либо найти работу, либо снять жилье самостоятельно, либо воспользоваться другими программами поддержки. Кроме того, вводится общее ограничение на срок проживания в центрах коллективного размещения. Теперь суммарное время проживания в таких центрах за весь период пребывания в Польше не может превышать 12 месяцев. Важно, что этот срок считается с начала войны, то есть с 2022 года. Если человек уже провел в таком центре год или больше, он постепенно потеряет право на бесплатное проживание. Однако польское правительство предусмотрело переходный период. Он введен для того, чтобы семьи с детьми могли спокойно завершить текущий учебный год. Переходный период продлится до 30 июня 2026 года. До этой даты большинство украинцев, которые сейчас живут в центрах размещения, смогут оставаться там на прежних условиях. Но после 30 июня ситуация изменится. Люди, которые не относятся к так называемым уязвимым категориям, потеряют право на бесплатное проживание в таких центрах. К уязвимым категориям обычно относятся беременные женщины, люди с инвалидностью, пожилые люди,
а также граждане, которые получили серьезные травмы или ранения. Для них возможность проживания в центрах может сохраняться и после завершения переходного периода. Все в индивидуальном порядке. Все остальные украинцы должны будут искать альтернативные варианты жилья. Это может быть аренда квартиры, проживание у родственников или участие в различных муниципальных программах поддержки. Также стоит отметить, что польская система социальной помощи для украинцев постепенно переходит к тем же правилам, которые действуют для других иностранцев. То есть акцент делается на интеграцию людей в рынок труда и самостоятельное обеспечение своей жизни. Польские власти неоднократно подчеркивали, что страна по-прежнему поддерживает украинцев, но при этом старается адаптировать систему помощи к долгосрочной реальности. Уже за 4 года миллионы украинцев интегрировались в польское общество. Многие нашли работу, открыли бизнес, отправили детей в польские школы и начали строить жизнь в новой стране. Поэтому государство постепенно сокращает экстренные программы поддержки и переводит людей на стандартные механизмы социальной политики. При этом медицинская помощь для украинцев, имеющих статус временной защиты, остается доступной. Люди с номером Песель-Укр по-прежнему могут пользоваться государственными медицинскими услугами на тех же условиях, что и граждане Польши. Это включает посещение врачей, лечение в больницах и получение рецептов на лекарства. Также сохраняется доступ к образованию для украинских детей. Они могут учиться в польских школах, посещать подготовительные классы и пользоваться образовательными программами для интеграции. Но в целом польская политика постепенно переходит от режима экстренной гуманитарной помощи к модели долгосрочной интеграции. То, о чем я говорил ранее. Это означает, что украинцам придется больше рассчитывать на собственные ресурсы и участие в экономике страны. С точки зрения польского правительства, такой подход должен обеспечить устойчивость системы социальной поддержки. Ведь в первые годы войны Польша приняла один из самых больших потоков украинских беженцев в Европе. По разным оценкам, через страну прошло более 10 миллионов пересечений границы украинскими гражданами. Миллионы людей остались жить и работать в Польше. Поэтому государственные ресурсы постепенно перераспределяются, а программы помощи корректируются. Важно также понимать, что отмена специального закона не означает резкого лишения прав или особого или массового выселения украинцев. Большинство изменений касается именно условий социальной помощи, а не самого права находиться в стране. Пока действует решение Европейского Союза о временной защите, украинцы с активным статусом УКР могут легально жить и работать в Польше. Этот статус автоматически продлен на уровне всего Евросоюза до марта 2027 года, об этом вы знаете. Таким образом, в ближайший год украинцы могут оставаться в стране без необходимости оформлять дополнительные разрешения на свое проживание и пребывание в Польше. Однако со временем Европейский Союз и отдельные страны будут решать, как трансформировать временную защиту в более долгосрочные механизмы и статусы. Это может включать различные виды временного или постоянного вида на жительство, рабочие визы или другие легальные статусы. Поэтому украинцам в Польше уже сейчас советуют внимательно следить за изменениями законодательства. Также рекомендуется заранее планировать вопросы жилья, работы и легализации на более длительный период. Эксперты отмечают, что многие изменения направлены на стимулирование экономической активности. То есть государство ожидает, что люди будут работать, платить налоги и постепенно становиться частью польского общества. В то же время гуманитарная поддержка остается для тех, кто действительно не может обеспечить себя самостоятельно. Особенно это касается людей с инвалидностью, пожилых граждан и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Таким образом, новая система помощи становится более адресной. Подводя итог, можно сказать, что с 5 марта 2026 года в Польше начался новый этап политики в отношении украинских беженцев. Страна сохраняет режим временной защиты, но постепенно сокращает чрезвычайные программы поддержки и переводит систему в обычное правовое поле.
Для большинства украинцев это означает необходимость быстрее интегрироваться в экономическую и социальную жизнь страны. А для тех украинцев, кто только прибывает в Польшу, государственная помощь будет доступна, но уже на более ограниченный срок. Теперь о том, кто из украинцев должен покинуть Польшу в течение 30 дней, чтобы избежать последствий. Миграционные правила в странах Европейского Союза всегда были достаточно строгими. Однако в последние годы вопрос пребывания иностранцев в Европе стал особенно чувствительным. Это связано прежде всего с тем, что после начала полномасштабной войны в Украине миллионы граждан Украины покинули свою страну и отправились в разные государства Европы в поисках безопасности. Одной из главных стран назначения стала Польша, которая географически расположена рядом и исторически имеет тесные связи с Украиной. По официальным данным, через польскую границу за последние годы прошли миллионы украинцев. Кто-то остался там жить и работать, кто-то использовал страну как транзитный пункт для дальнейшего переезда в другие государства Европейского Союза. При этом важно понимать, что независимо от причин въезда в страну, все иностранцы обязаны соблюдать действующие миграционные правила Польши. И именно об этих правилах сейчас снова начали активно говорить после появления новостей о том, что некоторые украинцы должны покинуть территорию Польши в течение 30 дней. Теперь давайте разберемся подробно, кого именно касается это требование и что оно означает на практике. Прежде всего, важно подчеркнуть, речь не идет о массовой высылке всех украинцев или об отмене программ защиты для беженцев. Польша по-прежнему остается одной из стран, которые предоставляют временную защиту гражданам Украины, пострадавшим от войны. Однако параллельно действуют обычные нормы миграционного законодательства, которые распространяются на всех иностранцев без исключения. Согласно польскому законодательству, любой иностранный гражданин обязан покинуть территорию страны после окончания срока законного пребывания. Этот срок может определяться разными документами, например, безвизовым режимом, визой, разрешением на временное проживание или другими видами разрешений. Если срок действия такого документа заканчивается и человек не продлевает его или не получает новый статус, он обязан добровольно выехать из страны. Именно в таких случаях начинает действовать правило о 30 календарных днях для выезда. Это означает, что после принятия соответствующего административного решения иностранцу дается месяц, чтобы самостоятельно покинуть территорию Польши. Важно понимать, что это стандартная процедура, которая применяется не только к украинцам, но и ко всем иностранцам. Теперь разберемся, в каких именно ситуациях начинает действовать этот 30-дневный срок. Первая категория случаев связана с аннулированием решения на временное проживание. Такое разрешение обычно выдается иностранцам, которые работают, учатся или ведут бизнес на территории Польши. Если по каким-то причинам власти принимают решение отменить этот документ, человек обязан покинуть страну в течение 30 дней. Вторая ситуация касается аннулирования разрешения на постоянное проживание. Это более долгосрочный статус, который дает иностранцу право жить в стране практически на тех же условиях, что и гражданам Польши. Однако, если этот статус отменяется, например, из-за нарушения закона или предоставления ложной информации, человеку также дается месяц на выезд. Третья категория касается разрешения на долгосрочное проживание в Европейском Союзе. Этот статус позволяет жить и работать не только в Польше, но и пользоваться рядом преимуществ на территории других стран Европейского Союза. Если такой статус аннулируется, правило о 30 днях также вступает в силу. Отдельная группа случаев связана с международной защитой. Речь идет о людях, которые подают заявление на получение убежища или статуса беженца. Если польские власти прекращают процедуру рассмотрения такого заявления или принимают решение отказать в предоставлении защиты, иностранцу также дается 30 дней на выезд. То же самое касается отмены уже предоставленного статуса беженца. Аналогичное правило действует и для так называемой дополнительной защиты. Формы защиты, которую иногда получают люди, не подпадающие под классическое определение беженца, но все же нуждающиеся в безопасности. Если этот статус отменяется или прекращается, человек должен покинуть страну в течение месяца. Есть и еще одна важная категория случаев.
Речь идет о ситуациях, когда иностранцу просто отказывают в выдаче разрешения на проживание. Например, человек подал документы на временный вид на жительство, но получил отрицательное решение. В этом случае ему также предоставляется 30 дней для добровольного выезда из Польши. Подобное правило действует и при отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. Если заявление рассмотрено и отклонено, иностранец обязан покинуть страну в течение установленного срока. Также 30-дневный срок принимается в случае отказа продлить визу. Это может быть как краткосрочная шенгенская виза, так и долгосрочная национальная виза. Если продление не одобрено, иностранный гражданин должен покинуть территорию страны. Тут все ясно. Еще одна ситуация связана с отменой разрешения на пребывание по гуманитарным причинам. Такой статус иногда предоставляется людям, которые не могут вернуться на родину по серьезным обстоятельствам, например, из-за угрозы жизни или тяжелых гуманитарных условий. Если власти решают отменить такое разрешение, правило о 30 днях также начинает действовать. Важно отметить, что этот месяц дается именно для добровольного выезда. То есть у человека есть время, чтобы самостоятельно организовать свой отъезд, купить билеты, завершить бытовые дела и подготовиться к переезду. Однако, если иностранный гражданин не выполняет эти требования, последствия могут быть значительно серьезнее. В таком случае польские власти имеют право начать процедуру принудительной депортации. А депортация, в свою очередь, означает, что человека могут выдворить из страны в принудительном порядке. Кроме того, вместе с депортацией обычно применяется запрет на повторный въезд в страну. Такой запрет может действовать несколько лет и распространяться не только на Польшу, но и на другие страны Шенгенской зоны. Это происходит потому, что информация о нарушителе заносится в специальную европейскую базу данных. Эта база называется Шенгенской информационной системой или сокращенно СИС. Она используется правоохранительными и миграционными органами всех стран, входящих в шенгенское пространство. Если человек внесен в эту систему с запретом на въезд, он может столкнуться с отказом во въезде практически во все страны Европы. Именно поэтому миграционные юристы всегда советуют соблюдать установленные сроки и не игнорировать решения властей. Даже если человек планирует подать апелляцию или оспорить решение, важно действовать в рамках закона и следовать установленным процедурам. Стоит также понимать, что большинство украинцев, находящихся в Польше по программе временной защиты, не подпадают под эти ограничения. Временная защита продолжает действовать и дает право легально находиться в стране, работать и пользоваться социальной поддержкой. Однако она также требует соблюдения определенных условий и регистрации в соответствующих государственных системах. Таким образом, новость о 30-дневном сроке касается прежде всего тех иностранцев, чей законный статус пребывания в Польше был прекращен, не продлен или не был подтвержден. Для таких людей действует стандартная европейская миграционная процедура добровольный выезд в течение месяца после решения властей. Если же человек игнорирует это требование, он рискует столкнуться с депортацией и долгосрочным запретом на въезд в страны Шенгенской зоны. Именно поэтому специалисты по миграционному праву советуют внимательно следить за сроками документов, своевременно подавать заявки на продление и при необходимости обращаться за юридической консультацией. В условиях сложной миграционной ситуации в Европе соблюдение этих правил становится ключевым фактором для тех, кто хочет сохранить право легально жить и работать в странах Евросоюза. Please tell me I'm fine. I don't trust this little brain of mine. He's making up lies. Gotta listen to him all the time.